Всем привет! Сегодня у нас расклад про тени, да, теневая магия. Вашу темную сторону на свет вытянем. И прежде чем начать, конечно же, проживаю. Проживаю. Ну, я проживаю, но я в шуте застрял. Приглашаю в проживание арканов. Там вы проработаете тени, научитесь управлять энергиями, ну и, конечно же, научитесь карты Таро читать независимо от какой колоды, но английская школа. Так, давайте, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем. Кстати, все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Пристегнули штанишки, запаслись, как говорится, попкорном, и давайте начнем. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, их у меня 6. И, чтобы я не запутался, чтобы я куда-нибудь не туда не ушел, первый вопрос: какая теневая сторона мешает тебе жить, да, из-за чего она так упорно сидит внутри? Это карта как сигнификация, чтобы ты поняла, для тебя этот расклад или нет. А у тебя по миру, знаешь, привычка всем стараться нравиться. Всем без исключения. И ради этого ты иногда себя в угол загоняешь. Ты знаешь, ты как будто стремишься показать окружающим, что у тебя все хорошо, да, все под контролем, ты в ладу со всем миром. На словах ты говоришь, что ты всем довольна, но внутри у тебя прям обида кипит, недовольство. Это когда что-то идет не так, как тебе хочется. Это желание угодить всем и сохранить видимость полной гармонии, оно берет берет энергию, да, берет начало от твоей давней установки. Это знаешь, синдром отличника. То есть, если я буду отличницей и всем полезно, то меня точно полюбят, примут, будут хвалить и так далее. Но, знаешь, беда в том, что под маской этого полного благополучия, да, ты иногда прячешь свое настоящее настроение. В итоге, то есть из-за такого диссонанса, да, копится напряжение, и ты чувствуешь, что ты вообще не можешь уже расслабиться, потому что надо поддерживать образ человека, у которого все прекрасно. И эта теневая сторона, это именно она. Это страх показать свои слабости, да, или признать, что не все так хорошо и как идет. Она сидит в тебе, эта тень, да, потому что ты с детства усвоила, что надо быть идеальной. И теперь трудно поверить, что тебя примут со всеми этими минусами, которые есть. И чем дольше ты не даешь себе права на свои настоящие эмоции, реальные, тем сильнее эта сторона укореняется и не дает тебе спокойно дышать. И такие люди обычно в отношениях тоже делают идеальную семью. Но не в плане идеальную реально, да, а, как говорится, за ширмой, за кулисами вы ругаетесь и так далее и тому подобное. А на людях вы прям, как говорится, с иголочки все и любовь. Но это ложь. Что дает этой темной части силы и почему она не желает отступать? Смотри, по суду ты сама подсаживаешься на этот внутренний суд, то есть сама себя судишь, оцениваешь
каждый свой шаг, каждую вот... Это, знаешь, вот есть же люди, которые под контролем всю жизнь держат, а ты держишь себя под этим жестким контролем. Ты сама себе злой родитель, понимаешь? И ты себя вот как судишь? А вот если я вот эту платьюшку одену, то достойна ли я похвалы или нет? И вот всякий раз, когда у тебя что-то не получается, да, там что-то не выходит, ты чувствуешь вину, как будто вот экзамен провалила. И вот эта вот судебная инстанция, да, она в голове не дает тебе покоя. Ты ждешь, что вот кто-то сейчас тебе вердикт вынесет, ты не справилась, подведите ее к позорному столбу, так скажем. И вот такой самоконтроль, он поддерживает твою теневую часть. Она убеждает тебя, что вот без вечного контроля ты не добьешься одобрения. И получается как? Ты сама тянешься к чужим похвалам и боишься чужих упреков. А теневая сущность вот эта, она радостно тебе шепчет: «Видишь, без моего напряжения тебя бы все раскритиковали». Это, знаешь, вот когда в детстве, ну не в детстве, а вообще вот перед приходом гостей ты моешь даже, как говорится, за шкафом. То есть как будто гости придут и скажут: а что это у вас за шкафом так? Ну, примерно вот так. И вот это все повторяется. Крепкая зависимость от страха осуждения. И вот эта темнота, она подпитывается твоим желанием там оправдаться перед вот этим высшим судом. А высший суд — это ты. Ты перед самой собой оправдываешься. И, конечно же, ты себя вот линейкой по рукам бьешь, чтобы не ошибалась. В каких моментах выползает она на поверхность и портит тебе всю картину? Ну, по королю мечей понятно, да? И это проявляется, когда тебе надо принимать вот какие-то решения четкие, да, и сказать людям прямо: вот это мое мнение. А вот вместо этого ты начинаешь подстраиваться. Вроде пытаешься быть какой-то нейтральной, да, чтобы никого не обидеть. Или ты говоришь одно, а потом думаешь, что, не слишком ли это звучало жестко. Тебе сложно проявить твердость, потому что в голове сразу мелькают вот эти образы упреков, что ты грубая, эгоистичная и прочее, прочее, прочее. И в итоге твоя теневая сторона, она блокирует тебя. Вместо ясного шага ты начинаешь размывать свои слова, да, теряешь уверенность. Потом сама недовольна, что не высказалась четко, да, потому что внутри есть здравый смысл и конкретные мысли, но в последний момент ты боишься, что этим ты там напугаешь или других заденешь. И твоя нужная идея, она так и оседает где-то в тени, потому что теневая натура, она тебе шепчет, что не нужно рисковать, лучше молчи. Чью энергию или какие события она использует, чтобы оставаться в тени? Ну смотри, по королеве мечей суть в том, что это все твой критический ум. Ты вот любишь все анализировать, по полочкам разбирать. Поэтому ты выискиваешь 1000 поводов не говорить, что ты думаешь. И, как говорится, резких движений не делать. То есть, когда приходит такая ситуация, которая требует решительности, да, то твоя вот эта теневая половина, она мысль тебе подкидывает, там: а давай-ка сначала все взвесим, да, рассмотрим с разных сторон. Вдруг куча рисков. И вот эта избыточная логика, доведенная до крайности, она прекрасно служит твоей склонности оправдывать свой страх, действовать открыто, понимаешь? То есть ты боишься действовать открыто. В результате ты тихо убеждаешь саму себя, что все равно не так уж важно, да? Это не так уж и нужно. Можно обойтись и без твоего вмешательства.
И так и выходит, что твой ум, который мог бы быть твоей силой, он становится вот такой, знаешь, вот площадкой для теневой стороны, которая цепляется за критику, за сомнения и так далее, чтобы продолжать там оставаться в тени, да, незаметной. Как тебе договориться со своей темной стороной, чтобы не подавлять ее? Ну, по тузу Пентакли тут понятно, да? Чтобы примириться, нужно дать этой стороне работу и понять ее ценность. Потому что она учит тебя быть там аккуратной, бережно относиться там к деньгам, вообще к ресурсам. Время, деньги, энергия твоя и так далее. И включает все отношения с людьми, конечно же, тоже. Но границу надо установить. Вот, как говорится, ты мне полезна, когда ты уберегаешь от нелепых затрат, да? Ну, затрат там сил, энергии, времени, денег и так далее. Но ты не вправе блокировать мое развитие. То есть, знаешь, по-другому, если пусть она подсказывает, где там можно подумать еще раз, но окончательное решение остается за твоим желанием расти и вперед двигаться. Понимаешь? По сути, нужно сказать себе, вот мое стремление к одобрению — это хороший механизм, да, если я не позволяю ему мешать реальным планам. Научись брать из этой тени рациональную осторожность, без паралича вот этого действия, понимаешь? И тогда вместо вечной борьбы теневая часть, она станет твоим подсказчиком. Когда нужно аккуратнее, а когда можно смело на риск идти. Понимаешь? Пятерка Пентаклей. Что удивительного случится, когда ты осознаешь и приручишь эту часть себя? Ну смотри, карта грустная, да, но здесь правда в том, что тебе придется столкнуться с вот этим ощущением уязвимости. Пятерка Пентаклей, пятерка бедности, как сказать, карта бедности. Понимаешь? Она тебе даст такое, когда договоришься с ней, да, ощущение уязвимости даст, которое позволит наконец-то просить о помощи и сотрудничать вот с другими людьми. Понимаешь? Раньше ты сама все тянула, да? Боялась там не соответствовать, а когда примешь свою тень, то ты поймешь, что не нужно быть идеальной. Можно быть человеком с проблемами, и в этом нет ничего страшного. Первое время, конечно, непривычно будет, потому что придется научиться говорить, что мне сейчас там тяжело, нужна поддержка. Но ты же у нас я-самаха, да? Но знаешь, не радость, а вот плюс в том, что это тебя не разрушит. Это тебя освободит от искусственного образа вот этого «мне все нипочем», да? И вот удивительно то, что вот вокруг найдутся люди, которые готовы тебе будут помочь. Без вот этой критики, без осуждения. Твоя жизнь, она станет более искренней. У нас в проживании в магии есть вот это задание, но я не буду говорить, да, какое. То есть это задание направлено как раз на помощь, о просьбе о помощи. Ну, кто в проживании арканов, вы поняли, да, про что я. И вот вы почувствуете, что вы не так одиноки в своих страхах. И можно жить проще, потому что, ну ладно, не буду такие говорить вещи, то, что когда, как говорится, ты уйдешь, то всем будет пофигу. Понимаешь? Так зачем сейчас себя вот этим в рамки ставить? И подружившись вот с этой тенью, все изменится. Ты станешь крепче внутренне, ни в коем случае не слабже. Потому что искреннее признание своих слабостей делает нас сильными. Понимаешь? Да понимаешь ты все. Давайте перейдем ко второму варианту.
Двоечки пристегнули штанишки и полетели. Первый вопрос у нас: какая теневая сторона мешает тебе жить, да из-за чего она так сидит упорно внутри? Ну, по шестерке жезлов ты, знаешь, ты заметила давно, что вот хочешь постоянно получать похвалу, да, одобрение от других, как будто без этого, не можешь почувствовать свою ценность. Тебе нужны постоянные аплодисменты. Снаружи ты делаешь вид, что там сама себе хозяйка, да, но в глубине души ты хочешь, чтобы все замечали твои успехи, бросали вот эти восторженные комплименты, аплодисменты и так далее. И твоя теневая сторона родом из прошлого, конечно же. Когда ты недополучила поддержку, и ты теперь боишься быть незамеченной. В итоге каждая победа для тебя — это не просто достижение, да, а способ миру крикнуть: «Смотрите на меня, я стою вашего внимания», примерно вот так вот. Проблема в том, что без каких-то там аплодисментов ты начинаешь тревожиться, чувствуешь пустоту, что тебя не похвалили. Вместо того, чтобы внутренне радоваться, тебе все время нужно подтверждение вот этих аплодисментов со стороны. И эта тень, она у тебя очень глубоко сидит, потому что когда-то давным-давно ты приучилась судить о себе через призму чужой оценки. И пока ты не признаешь, что вот да, я зависима от одобрения, то эта тень, она будет диктовать тебе правила. Заставляет тебя хвастаться там за любые возможности, как сказать, хвастаться любой, как сказать, в общем, за любые возможности блеснуть, чтобы похвастаться. Даже если тебе не хочется, ты будешь это делать. А даже если нет каких-либо достижений, вот так вот получилось, да, то некоторые в крайней степени начинают придумывать себе. Не себе, а для других, чтобы их похвалили. Понимаешь? Что дает этой темной части силы, да, и почему она не желает отступать? По пятерке мечей, знаешь, дело в том, что когда ты добиваешься внимания и чувствуешь себя вот на коне, да, то внутри маленькая победа происходит. Но у этой победы есть побочный эффект. В процессе ты переступаешь через принципы, обижаешь людей, даже сама не замечая этого. То есть ты способна пойти вот на рискованные шаги, лишь бы выйти вот на эту сцену, да, на вершину Олимпа. И это подпитывает твою теневую сторону. Она вот, знаешь, она тебе прям шепчет в ушко, да, главное показать, что ты лучше, а остальное там второстепенное, остальное неважно. И внутренне ты оправдываешь эти мелкие жестокости, как вот, ведь все ради успеха, да? А тень не отступает, потому что она чувствует вкус власти. И когда ты видишь, что люди признают твое превосходство, да, пусть и неохотно даже, у тебя внутри как будто фейерверк. Это ощущение героизма и гордости, оно питает твое эго. Поэтому теневая часть, она укрепляется, радуется и танцует внутри тебя. Понимаешь? Потому что ты позволяешь ей играть против других. Ей выгодно, чтобы ты продолжала гнаться вот за этими победами любой ценой по головам и так далее. В каких моментах она выползает на поверхность и портит тебе всю картину? По восьмерке мечей, знаешь, когда ты начинаешь в себе сомневаться, то вот знаешь, или когда видишь кого-то более успешного, тебя вот резко страх накрывает, что на этом фоне ты выглядишь, как все, да, посредственно. И тут тень вылезает у тебя и говорит тебе: надо срочно доказать, что я не хуже. И ты становишься нервной.
Ты можешь навязывать свои достижения в разговоре. Например, разговариваешь с кем-то, да, перебиваешь собеседника, чтобы показать, что у тебя тоже есть крутые истории. Если же не получается там быстро перетянуть внимание, то ты начинаешь мучиться вот этим чувством вины. Я застряла на месте, а другой бежит уже вперед. Ну, это выглядит, знаешь, как в соцсетях. Она полетела на Мальдивы, а я еще нет. И получается, именно вот в эти минуты сравнений себя с другими, да, или там конкуренции какой-то, твоя теневая натура, она максимально активна. И ты даже не замечаешь, как это портит обстановку. Люди видят твою вот эту ревность, да, а это именно она. А ты сама остаешься в ловушке вот этих комплексов внутренних. Понимаешь? Она смогла, а я нет. Она на Мальдивах, а я нет. А она это, а я нет. Понимаешь? Чью энергию или какие события она использует, чтобы в тени оставаться? Ну, ты пользуешься по королю кубков пониманием, мягкостью, вот, которой людей тебя окружают. Понимаешь? Например, когда ты борешься за призвание, да, там, например, на работе в коллективе, да, и в это время дома, когда ты домой приходишь, муж выслушивает вот эти твои переживания и поддерживает. Все нормально, ты молодец. То есть на работе не получилось, то ты включаешь, грубо говоря, жертву и начинаешь дома. Вот это вот все. Я устала, я мухожук и прочее, прочее, прочее. Чтобы тебе близкие, которые есть, там подруга, муж, неважно кто, чтобы тебя, как говорится, по головке погладили. И в этот момент твоя теневая часть, она остается безнаказанной. Потому что тебя никто не критикует за то, что ты там где-то жесткость проявила, да палку перегнула в желании выделиться. А родные твои, да, стараются сгладить вот эти углы, боясь тебя ранить, твои чувства ранить. Но эта поддержка в итоге только укрепляет теневой сценарий. Зачем меняться, если мне и так все прощают, да, и пожалеют потом? И, по сути, твоя любовь к людям, которые принимают тебя вот в любом виде, она оборачивается тем, что ты не чувствуешь внешней обратной связи. Никто не говорит тебе прямо, что ты иногда перегибаешь. И поэтому тень продолжает спокойно жить, не получая настоящего вызова или вот здоровой критики, понимаешь? 4 жезлов — это как тебе договориться со своей темной стороной, чтобы не подавлять ее. Но и не жить под ее диктовку. По 4 жезлов, ну знаешь, нужно научиться праздновать свои успехи в кругу тех людей, которые тебя уважают, но без желания перещеголять их. Понимаешь? То есть, если у тебя какое-то крутое событие произошло, да, то собери друзей, собери близких и раскрой свою радость, но не сравнивай, не старайся показывать, что твоя победа — это опускание остальных, если можно так выразиться. Знаешь, по сути, тебе нужно осознанно делиться своими достижениями, как радостью, а не как поводом поставить себя выше вверх. Понимаешь? Скажи своей тени: хорошо, я буду блистать, но без унижения других. Я буду принимать теплые слова, но не стремиться заполучить их любой ценой. И твоя теневая сторона, она твоим помощником станет в стремлении к лучшему, понимаешь? Если задать правило, что мы вместе растем, а не доказываем свое превосходство, то будет все хорошо. Так ты сможешь оставить свое вот это, как сказать, честолюбие, да, но без токсичности. И твой праздник, он не превратится в тихое подавление окружающих. Понимаешь?
По правосудию, что удивительного случится, когда ты осознаешь и приручишь эту часть себя? Ну смотри, ты баланс найдешь. Понимаешь, сумеешь быть лидером без вовлечения в драмы, да, вовлечения в свои стрессы и на других в свою вот это, я не знаю, этот расклад закрытый будет, нет, потому что хочется сказать так, как хочется. Своего, извини меня, какашечного на других выливания. Окружающие заметят, что ты стала принимать более справедливые решения. Не в свою пользу всегда, да, а действительно в пользу общего там дела или там отношений. Люди начнут тебе больше доверять, потому что ты не только умеешь побеждать, да, но и принимаешь все стороны свои. А твой внутренний мир, он уравновесится, потому что ты перестанешь бояться, а вдруг меня затмят, а вдруг меня осудят, а вдруг меня раскритикуют. Понимаешь, когда ты установишь гармонию с тенью, то ты поймешь, что действительно ты можешь вдохновлять людей, быть полезной, но при этом не чувствуя себя обязанной всем понравиться. Понимаешь? Ты будешь увереннее, потому что твоя самооценка, она строится на реальном понимании себя, а не на чужих аплодисментах. Понимаешь? И вот это даст тебе чувство внутренней честности, душевного покоя, которого тебе очень давно не хватало. По идее, тут я все сказал, тут больше говорить нечего. Правосудие есть правосудие. Давайте перейдем к третьему варианту. Ну что, троечки, пристегнули штанишки и полетели. Я не знаю, это закрытый расклад будет или открытый, но, наверное, я его открою. Простите меня, я знаю, что закрытые расклады более интересны, но этот открою, так и быть. Ну, смотрите, какая теневая сторона мешает тебе жить, да, из-за чего она так упорно внутри сидит? Ну, у тебя склонность постоянно ждать вот этой мгновенной отдачи от своих усилий и расстраиваешься, если там результат не приходит прям вот сейчас. И это, знаешь, это не просто нетерпение какое-то, потому что внутри ты болезненно реагируешь, когда ты вот вкладываешься, да, там, в дело, в свою в работу, во что-то еще, там, помогаешь кому-то, а ситуация тебе не возвращается в благодарность. Прям в ту же секунду. Ты как будто, знаешь, внутренне думаешь, ну, я же старалась, почему мне там не ответили взаимностью сразу? И вот эта часть, она появилась, потому что когда-то твои добрые поступки не замечали. И у тебя осталась вот эта скрытая обида. А обида в чем? Если я не увижу отклика, да, значит, я зря силы тратила, время, энергию. В итоге ты чувствуешь, знаешь, вот ты как будто вот, как сказать, ты вот как будто одержима идеей все вот проконтролировать. Сколько вложила, сколько получила и так далее и тому подобное. И, конечно же, при мгновенной безотдачности, да, если есть такое слово, при мгновенном неполучении того, чего ты хочешь, ты бросаешь. Это дело, начинание, учебу и так далее и тому подобное. Твоя тень, она не дает тебе расслабиться и просто вот свое дело делать. Она заставляет внутренне торговаться с судьбой. Раз я хорошая, пусть мне платят тем же. И если этого не происходит, да, то ты чувствуешь вот это разочарование, а возможно даже обиду. Эта теневая часть, она мешает, потому что вот твой жизненный путь, он становится зависимым от каких-то внешних оценок и от быстрых вознаграждений, конечно же.
Ты вроде бы человек открытый, добросердечный, да, но внутри ты постоянно дергаешься. А как же это вернется ко мне? И, наверное, ты даже в проживание пошла, да, и сбежала там при первой же возможности, уговорив себя, что я не получила вот этого. Но это же не получается вот в один день, в первый. И от этого тень у тебя прочно сидит внутри. Она питается вот этим ощущением, что без подтверждения твоя ценность как будто не существует. А подтверждение тебе нужно прямо здесь и сейчас. Это вот знаешь как? Я расклад сделал например, да, на мужчина на пороге. И ты сидишь дома, и чтобы он прямо сейчас мне постучал в дверь. Но как минимум уже надо из дома выйти, правильно? Или там начинаешь какой-нибудь там английский язык учить, да? Ты в первый день тебе А, Б, В, я имею в виду буковки, а ты хотела уже в первый день, а почему я под конец первого дня еще не умею говорить, как говорится, свободно? Что дает этой части силы, да, твоей тени, и почему она не желает отступать по тройке мечей? Старые обиды, тройка мечей. Старые обиды, которые ты никак не отпустишь. И ты прекрасно знаешь случаи, да, когда ты людям помогала или делала больше, чем требовалось, а в итоге ты получала холодность в ответ от них, да, или даже предательство, измену. И вот эти воспоминания, они болят. И твоя тень говорит, вот видишь, как бывает, если ждешь благодарности. Надо постоянно это помнить, чтобы еще раз не обжечься. И ты, как сама себя, подкрепляешь вот этот негативный опыт, вспоминая постоянно, как тебе было больно от чего-то там невнимания, неблагодарности и так далее. И тень не уходит, потому что она пользуется твоим чувством самосохранения. Она тебе шепчет такая: не расслабляйся. Помни, когда тебе ткнули нож в спину. И она питает твою осторожность, чтобы ты больше никому не доверяла на 100%. А если это касается отношений, то вообще все мужики плохие. И у кого-то там что-то хорошее, да, например, там свадьба, мужчина красиво ухаживает. Ты говоришь, это он тебе хочет, это он тебя хочет там на компот затащить. Понимаешь? И ты эту тень навязываешь другим, конечно же. У тебя все не так, даже если все идеально, все не так. Никому не доверяй. И ты живешь вот этими обидами, предательствами. Ты не понимаешь уже, что люди разные бывают, а у тебя вот все под одну гребенку, вот так говорят же, вот примерно точно так же у тебя. В каких моментах она выползает на поверхность? Понятно, да, по-жрице? Когда на горизонте появляется что-то непонятное, загадочное, не из твоего мира. Как тот же самый мужик, да, который ухаживает за твоей подругой, который, не так непривычный для тебя. Или там тебе предлагают новую там работу, какое-то начинание, да, и у тебя она просыпается, вот эта тень. Что-то необычное, да, что-то не из твоего мира. И ты чувствуешь, ой, я не до конца понимаю, что там происходит, да, и сразу включается вот эта теневая программа твоя. Вместо того, чтобы спокойно узнать там подробности, да, или там, как он ухаживает, там и так далее, и тому подобное, ты начинаешь подозревать. То есть ты подозревака. А вдруг опять все пройдет там мимо тебя, да, или там мимо меня. Я опять останусь в дураках, или ты, подруга, останешься в дураках. У тебя и ты себя накручиваешь, и ты прям реально веришь в то, что все плохие, да? И то, что хорошего в мире нет.
Или там они что-то там замышляют, и я не получу свой кусок пирога. Из-за этого ты можешь упускать очень хорошие шансы и ссоришься с людьми по пустякам, потому что в твоей голове выстроилась картина «меня все обойдет стороной, как обычно». Твоя теневая часть, она, знаешь, любит вот такие вот темные уголочки, да, слухи, где ясности нет. Она разгоняет тревогу у тебя до сверхсветовой скорости, да, и заставляет тебя видеть негатив даже там, где, все доброжелательно. В итоге ты сама себе портишь настроение, рушишь чьи-то отношения и посеешь вот это зернышко подозрений. То же самое я говорю, то, что подруга, например, да, с нормальным мужиком начал встречаться, а у тебя в твоем мире нет нормальных мужиков. И у тебя вот понеслось, да он врет и так далее и тому подобное. Чью энергию или какие события она использует, чтобы в тени оставаться по шестерке мечей? Смотри, твоя теневая сторона, она моменты вот обожает, когда ты пытаешься отойти там от старых проблем, начать что-то новое. Это может быть там новая работа, переезд, уход от отношений. И ты думаешь, все, вперед пора. А тень тебе такая за подол платья держит, да, и говорит, а вдруг тебе там сделают больно опять? Зачем куда-то идти, там ведь незнакомые люди в магическом чате. Никто не гарантирует то, что тебя там поддерживать будут. Я не вольюсь в их окружении. И так она ловит твое стремление к переменам, да, и разворачивает его, вот эти, шанс разворачивает в страхе, переворачивает. Тебе, например, предстоит какое-то путешествие, да, или внутренний переход на новый уровень, да, развития, но в голове у тебя меня могут обмануть. Я правил не знаю в новом месте, меня там точно наколят. И как только ты собираешься покинуть зону привычного, да, то теневая сторона у тебя в голове включает тревогу. Лучше оставаться тут. Тут мягкий пледик в болотце, да? Здесь все понятно, а комарик Славик знакомый. Понимаешь? Даже если тебе не нравится то, что ты в болоте, что ж поделаешь. Зато оно родное. А через 10 метров настоящий океан, море, красивое озеро чисто, а в болотце приятнее. А вдруг там акула, а здесь ты каждого Валерку знаешь. И тень у тебя так хорошо живет. Она запускает панику перед шагом в неизвестность. И вот оставляет тебя на месте, опасаясь, что там не найдется тех, кто оценит тебя по достоинству. А вдруг я сглуплю, да? А тут у меня болотце родное. Меня вот Валерка, окунь Валерка и Славик Комарик, они меня уже знают. Все нормально, тут тепло. Хотя ты не для болота, понимаешь? Твое место не на болоте. Но тень тебя держит именно в болоте, внушая тебе страх, я не справлюсь и прочее, прочее, прочее. Как тебе договориться со своей темной стороной, чтобы не подавлять ее, да, но и не жить под ее диктовку? По тройке жезлов, знаешь, тебе нужно смотреть в будущее вот с позитивным любопытством, без вот этих жестких ожиданий мгновенной тебе награды, понимаешь? Шаг вперед сделай. Там, например, начни какое-нибудь небольшое начинание, да? Или там согласись на свидание. То есть сделай то, вот где ты раньше боялась быть невостребованной. Но при этом себе скажи, я делаю это ради самого процесса, а не ради того, чтобы меня сразу там обожали, благодарностями осыпали, сразу деньги придут. Нет, начни прям ради процесса.
Вот смотри, я тебе объясню, как это. Люди картины начинают рисовать, писать, да, правильно говорится, а, не для того, чтобы увидеть конечный результат, а для того, чтобы был процесс, сам процесс, то есть наслаждение самим процессом рисования, писания. Я, если честно, не помню, писать картины же правильно говорится. Вот, то есть ради процесса. А пусть твоя теневая часть, она будет твоим напоминанием, да? Ты имеешь право ценить свои силы и не раздавать их всем подряд. Но не давай ей себя сковывать вот этим страхом неполучения сразу похвалы, денег и так далее, вот этих плюсов. Понимаешь, по сути, нужно найти золотую середину. Прикладывай старания, но разрешай миру реагировать как ему угодно, понимаешь? Когда твоя тень начнет вот это вот ныть, бурчать, да, а вдруг все зря, а может это не твое, то скажи этой тени. Если я получаю удовольствие от действия, это уже не зря. И со временем тень привыкнет, что ты не хочешь мгновенных аплодисментов, плюсов и так далее, но и не позволяешь себя использовать, понимаешь? Что удивительного случится, когда ты осознаешь и приручишь эту часть себя? Ну, по девятке пентаклей, я думаю, даже трактовать не нужно, да? Вот хочется сказать, ну, вы все поняли, и всем пока, да? Стабильность придет, где ты вот перестанешь спешить, сравнивать там свои результаты с чужими результатами. Ты выстроишь жизнь по своим правилам, где знаешь себе цену и не нервничаешь, если кто-то не похвалил. А окружающие увидят в тебе вот спокойного человека, у которого все под контролем, но без жесткой гонки за признанием. А ты, в свою очередь, ощутишь, что уменьшается внутреннее напряжение, да? Стремление к похвале, оно сменится зрелым удовлетворением. Я делаю то, что люблю, и получаю награду. Иногда материальную, а иногда от процесса, да? И вот перестав вот зависеть от чужого вот этого одобрения, ты научишься по-настоящему радоваться и своим достижениям, и вкладываться вот в дела, которые действительно нравятся. Вот многие пишут: мне вот это не нравится, я хочу заниматься тем, что нравится, так занимайся. А вдруг у меня не получится? Я говорю, а ты попробуй. Откуда ты знаешь, что получится, не получится? Самое главное начать не из-за результата, а из-за самого процесса. Вот ошибка у многих. Все начинают какое-то дело, да, из-за результата. То есть я хочу, вот, например, начинаю новый бизнес, да, я хочу получить сразу денег, сразу плюс. Ну, по сути, вы скажете, да, из-за этого бизнес и делается. Но это провальный бизнес. Это будет заведомо провальный бизнес. Почему? Я объясню. Все бизнес-дела начинаются, когда много денег потом получают. Это из-за процесса. Объясню опять же на картине. Ты решила продавать картины, да, ты хорошо рисуешь. И получается, смотри, твои картины не будут покупать. Потому что вот если здесь есть творческие люди, да, меня смотрят, то вы уже поняли, к чему я клоню. Если ты рисуешь картины ради денег, то какие это картины будут? Ты душу в них не вкладываешь. А потом ты удивляешься, я рисовала как обычно, да, красиво, всем все нравится, но не покупают. А почему? Потому что картину ты решила, чтобы писала, рисовала. Ну, смотрите сами, как вам удобнее, да? Я буду говорить рисовала. Хотя я знаю, что правильно писала. Вот смотри, ты писала картину, все-таки сказал писала, ты рисовала картину ради денег.
картина получилась, не хуже других, но люди это чувствуют. Картина без души. Вот чувствуешь, к чему я клоню? То есть, если ты картину рисуешь ради того, чтобы рисовать, а вот купили ее, вообще хорошо, у тебя будет идти. Вот с каждым бизнесом так. Если ты, грубо говоря, штампуешь свечи ради того, чтобы там продать, да абы как, то у тебя не пойдет бизнес никакой, ни свечи, ни картины, ни вообще ничего. А если ты ради процесса, да, с энтузиазмом, с творчеством и так далее, да у тебя раскупать будут. Хотя будут одни и те же по виду, да, то есть не хуже других, но в этих душа. И вот когда ради процесса ты что-то делаешь, это и в проживании арканов не зависит, а это и к проживаниям арканов относится. Если ты хочешь результат сейчас, как по волшебной палочке, да, или картину продать, как по волшебной палочке, да ничего у тебя не получится. Ничего. Тень не даст. Даже если она ничем не отличается, визуально твоя картина, да, от той, которая нарисована с душой. Люди чувствуют. Не считай всех дураками. Люди чувствуют. Поэтому, надеюсь, что ты меня услышал. Я думаю, что этот расклад сделаю открытым доступом, потому что, кто захочет, сам подпишется на Бусти. Приходите в проживание арканов и помните, что дед всегда рядом.